Задумайтесь, что же особенного в этом? Это всего лишь ледяные пики и бескрайние снежные просторы Антарктиды. Да, именно так. Но здесь, под этой бесконечной морозной пустыней, скрывается загадка планетарного масштаба. Как бы вы ни старались, вы не увидите скрытого горного хребта или гигантских неосвоенных земель, на которые никогда не ступала нога человека. И это все скрыто под слоем других гор. Это похоже на матрешку, только в масштабах целого континента. Эти горы защищают тайны Антарктиды. И эти тайны могут рассказать нам нечто невероятное о древней истории нашей планеты. Эта гигантская неосвоенная территория в Антарктиде называется Гамбертиевыми подледными горами. Слой льда, который находится сверху, сохраняет это место нетронутым как природой, так и людьми. Это как Земля внутри другой Земли, полная удивительных секретов, скрывающих больше, чем просто древние горы. Тут есть долины, холмы и равнины, которые по своим формам напоминают европейские Альпы. Однако, к сожалению, мы не можем насладиться великолепием этого вида. Эти горы были впервые открыты в 1958 году с помощью сейсмологических инструментов. С тех пор прошло более полувека, а это место до сих пор остается одним из наименее изученных тектонических объектов на всей планете. Почему так? Потому что здесь находится лед. Много льда, который делает исследование этого региона крайне сложным. Можно только предполагать, что, возможно, там лежат неизвестные древние артефакты. А что, если они скрывают под собой секретный город или даже допотопные космические корабли? Вероятно, это маловероятно, но это все равно было бы интересно заглянуть туда. Подумайте об этом. Сотни или даже тысячи миль Земли, которые остались неизменными на протяжении огромного времени, даже сотен миллионов лет. Даже если там нет новых видов животных или останков древней цивилизации, это место, тем не менее, обладает своей историей. Это история формирования континентов на нашей планете, и ученые уже раскроили некоторые кусочки этой истории. Горы, похороненные под льдами Антарктиды, изначально были подобны обычным горным хребтам, но в результате событий планетарного масштаба они... Подождите минутку. Вы когда-нибудь задумывались, как образуются горные цепи? Мы видим их в реальной жизни, в кино, на фотографиях в интернете. Мы взбираемся на них, восхищаемся их величием и красотой. Но как они появились? Горы не всегда существовали на планете в этой форме. Их возникновение связано с крупномасштабным столкновением тектонических плит. Два гигантских куска твердой земли прижимаются друг к другу, потом сталкиваются и... бум! Миллионы тонн земной коры поднимаются, накладываются друг на друга, смешиваются и формируют уступы, ущелья и обрывы. Все это может продолжаться миллионы лет. Да, это настоящая катастрофа, но она происходит очень медленно. Некоторые тектонические плиты по-прежнему сталкиваются. Например, Гималаи продолжают расти, поскольку индийская и евразийская плиты все еще бодаются друг с другом, и этот процесс начался около 50 миллионов лет назад. Горы Гамберти подо льдом пережили похожие события, только гораздо раньше. В статье, опубликованной в журнале «Земля и планетарная наука», говорится, что они образовались во времена формирования суперконтинента Гондвана. Два гигантских слоя Земли были разделены бескрайним океаном, но затем, около 700 миллионов лет назад, они столкнулись и образовали Гондвану. Этот суперконтинент включал территории современных Африки, Южной Америки, Австралии, Индии и Антарктиды, что должен был огромный кусок Земли. Гигантские пласты столкнулись друг с другом и освободили поток горячей, частично расплавленной породы. Этот беспорядок становился все больше и больше, образуя горы. Температура этих гор росла, их масса увеличивалась, и в какой-то момент Гондвана стала нестабильной. Суперконтинент начал разрушаться под собственным весом.
Горячие породы, находящиеся ниже поверхности, начали выдавливаться вбок в результате процесса, известного как гравитационное распространение. Представьте, что вы берете тюбик зубной пасты и начинаете выдавливать пасту. Примерно то же самое произошло с миллиардами тонн раскаленной породы. Древние горы в Антарктиде появились именно в этот катастрофический момент. Вы только что увидели визуальную симуляцию глобальных событий, которые произошли сотни миллионов лет назад. Это выглядит впечатляюще. Но как же ученые пришли к таким выводам? Как они смогли увидеть это разрушение планетарного масштаба? Если Гамбертивы горы под льдом являются одним из самых неисследованных мест в мире, то как можно было узнать об их происхождении? Ответ весьма прост. Крошечные частицы породы, содержащиеся в этом районе, рассказали нам о меняющемся ландшафте планеты. Эти частицы — цирконы, но ученые также называют их временными капсулами. Этот минерал очень удобен и устойчив к механическим и химическим воздействиям. Он крайне труден для разрушения, не подвергается эрозии и не растворяется в воде. А что самое важное, внутри него содержится уран. Этот химический элемент помогает ученым определить возраст породы. Дело в том, что уран всегда распадается на свинец с одинаковой скоростью. Ученые смотрят на соотношение урана и свинца и благодаря этому с высокой точностью вычисляют возраст минералов. Хорошо, это звучит немного сложно, но вот простой пример. Представьте, что каждая горная цепь — это часы, которые начинают тикать в момент ее формирования, то есть сразу после столкновения тектонических плит. Когда порода формируется, уран начинает свой медленный распад. Чем больше времени проходит, тем больше урана превращается в свинец. Скорость этого распада всегда одинакова. Этот процесс может длиться миллиарды лет. Чем меньше урана в цирконах и чем больше свинца, тем старше порода. Вот как это происходит на практике. Геологи берут несколько образцов породы. В лаборатории они дробят его, чтобы извлечь кристаллические цирконы. Затем геологи растворяют частицы в кислоте, чтобы отделить уран от свинца. Далее они используют специальное устройство — масс-спектрометр, который ускоряет атомы и сортирует их по массе. Это довольно сложный процесс, но суть в том, что это устройство показывает ученым количество урана и свинца. Они анализируют соотношение этих двух элементов и вычисляют возраст образца. Геологи извлекли цирконы из песчаников вблизи гор Гамберти, изучили эти частицы, оценили уровень урана и вычислили сроки формирования гор. Затем они сопоставили полученные данные с историей Земли и пришли к выводу, что горы, похороненные в Антарктиде, возникли во время формирования суперконтинента Гондвана. Но как же они смогли установить, что суперконтинент включал Австралию, Индию и Африку? Цирконы из тех антарктических пород оказались весьма схожи с цирконами из этих стран. Это дает понять, что давным-давно эти три континента находились близко друг к другу. Таким образом, Гамбертивские горы начали расти примерно 650 миллионов лет назад. Примерно 580 миллионов лет назад они достигли высоты, сравнимой с Гималаями. А через 80 миллионов лет они пережили плавление земной коры. В то время как большинство горных цепей на нашей планете продолжали изменяться и разрушаться, горы Гамберти под ледяным покровом остались нетронутыми. Вода, почва, ветер, землетрясения, гравитация и другие природные силы обычно уничтожают горные цепи. Этот процесс называется эрозией. Однако горы, погруженные в ледяную шапку Антарктиды, не подвергались воздействию подобных факторов. Холодные температуры и ледяной слой вокруг них сохраняли этот горный массив в идеальном состоянии. Таким образом, это одно из лучших сохранившихся древних горных образований на планете. Но теперь давайте спросим, зачем нам исследовать эти горы?
Какая разница, что суперконтинент Гондвана распался в прошлом? Возможно, под слоями льда сохранились уникальные экосистемы, растения, замороженные тела насекомых или древние бактерии. Что насчет древних животных? Многие виды могли существовать на Гондване. Изучение этих загадочных гор в Антарктиде может дать нам представление о том, как Земля выглядела около полумиллиарда лет назад, в те времена, когда Антарктида была зеленым континентом, заполненным разнообразной флорой и фауной. Какой жизнью они жили? Что случилось с этой жизнью? Есть ли возможность воспроизведения этих древних существ спустя столько лет? Если ученые смогли вычислить дату появления суперконтинента с помощью этих мелких частиц, то представьте, что они могли бы обнаружить после изучения этого скрытого горного хребта. Это все звучит очень захватывающе. Но, увы, есть одна серьезная проблема. Чтобы взять даже маленький кусочек этого неизвестного мира, необходимо пробурить множество льда. Нужно доставить тяжелое оборудование на один из самых удаленных и недоступных континентов в мире, построить исследовательские станции, получить источник энергии и провести масштабные исследования. Это звучит невероятно дорого и трудоемко. Таким образом, эта скрытая территория, скорее всего, останется тайной на долгое время. Давайте надеяться, что какой-нибудь миллиардер захочет разгадать загадки Антарктиды и организует масштабную экспедицию туда. На этом все на сегодня. Итак, если вы удовлетворили свое любопытство, ставьте видео лайк и делитесь им с друзьями. Или, если хотите больше интересного, просто щелкните на эти видео и оставайтесь на позитивной волне. Если вы желаете больше узнать об Антарктиде, ее климате, животном мире или интересных фактах, оставайтесь с нами, и мы будем рады вас удивлять.